Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу вам подарить очень сильный и действенный заговор. Я вам очень много дарила различных заговоров для того, чтобы выиграть суд. У меня даже есть для адвокатов целый ролик. Но и не только для адвокатов, но также для людей, которые отстаивают свои права на суде. У меня есть заговоры, которые помогают людям, даже если они в чем-то виноваты, то есть средней тяжести. Имеется в виду не убийство и прочие страшные преступления, а просто, может быть, перешли дорогу не в той стороне, знаете ли, права забыли дома, а их остановили, страховка не продлита, они там остановились. Всякие бывают моменты в жизни. То есть не те преступления, которые опасны для общества или принесли кому-то боль и страдания, а вот такие незначительные, но из-за которых тоже можно, скажем так, поплатиться. Но еще и преступления экономического характера. Может, не вовремя там выплатили какой-то штраф. Или на человека все свалили, знаете, в бухгалтерии так бывает. Но человека принимают и все старые грехи сваливают на этого человека. То есть те преступления, от которых людям неплохо, не больно. То есть те преступления, которые не стали причиной чьей-то смерти, разорения кого-то и прочее. Вот для таких случаев предусмотрено много заговоров, которые я вам уже дарила, и хочу подарить еще один. Это заговор проверенный уже не раз. Я потом, то есть после того, как последний раз проверила, на днях отдала человеку, и все обошлось, буквально все обошлось, и судья очень любезно принял, и вообще все было вынесено в пользу этого человека. Я решила этим заговором поделиться. Итак, перед тем, как идти на суд, начитайте перед выходом из дома. Если у вас не получилось, ничего страшного, прочитайте перед тем, как зайти в зал судебного заседания. Читайте 3 раза и смело заходите. Обязательно все будет в вашу пользу. Слова следующие. Великая Фемида, ты хоть и слепа, но все видишь. Будь справедлива и суди честно. Пронзи мечом язык судьи. Заставь судить справедливо. Волк идет овец драть. Я иду верх брать. Лев в пустыне, господин, я над судьей повелитель. Тело мое правое, тебе, судья, стены, а мне потолок. На уста твои повешу замок. Разум твой затуманю, руки твои свяжу, и оправдать меня прикажу. За моей спиной рать, за твоей спиной пустая гладь. Не смей мне перечить, не смей миру лгать. Тебе меня не судить, а оправдать и отпустить. Очерчу себя 6 свечами, черта рогами, потушил 6 лампад. Опущу мрак на твои глаза. Пусть ест твой разум морочная зараза. На уста твои замок повешу. Воле моей подчиняйся, повинуйся. Тебе, как младенцу, внимать, да ни черта не понимать, а только о том думать и мыслить, как меня оправдать и на волю отпускать. Как я желаю, так ты, судья, и сделаешь. Будет, по-моему, Фемида тебе прикажет, а ты меня любезно встретишь, да любезно проводишь. Заклинаю. Вот даже самый агрессивно настроенный судья переменится на глазах. И что бы там, если это там, скажем так, уголовно-процессуально или что бы там прокурор не говорил, адвокат там другой стороны, или это мировой суд, по разным там спорным вопросам, обычно мировой суд, если судится, например, компания и человек, если судится, скажем, ГАИ и человек, там остановили, там не было страховки или чего-то еще, да, или какое-то нарушение отправили в суд.
Даже самый агрессивно настроенный судья совершенно меняется. Как это происходит? Человек потом может поймать себя на мысли, что ну я же не была настроена оправдать. Или там, чтобы отделался штрафом. Как я вообще это сделала? Бывали случаи, когда человеку грозил реальный срок, а человек отделывался, например, полгода условно, знаете, с испытательным сроком. Или большим штрафом, но на воле. Различные моменты. Вот сила заговора. Особенно к Фемиде это очень важно. Но еще раз говорю, если ваше преступление незначительно, естественно, вы нарушили что-то, что попали в суд, просто так не попали бы, но это редкий случай, что прям без никаких причин. Но чтобы ваше преступление, ваше действие не принесло страданий людям, какие-то невзгоды, ничью жизнь не отняло, вот тогда вы можете этот ритуал использовать. Если это случилось нечаянно, по неосторожности, и вы ужасно боитесь, можете использовать, хотя у меня есть огромное количество других работ, в том числе можете в комплексе использовать. Но вот этот заговор при таких средних нарушениях помогает абсолютно без никаких сомнений, сразу же. Итак, еще раз читаю. Великая Фемида, ты хоть и слепа, но все видишь. Будь справедлива и суди честно. Пронзи мечом язык судьи, заставь судить справедливо. Волк идет овец драть, я иду верх брать. Лев в пустыне, господин, я над судьей повелитель. Дело мое правое, тебе, судья, стены, а мне потолок. На уста твои повешу замок. Разум твой затуманю, руки твои свяжу и оправдать меня прикажу. За моей спиной рать, за твоей спиной пустая гладь. Не смей мне перечить, не смей миру лгать. Тебе меня не судить, а оправдать и отпустить. Очерчу себя 6 свечами, черта рогами, потушу 6 лампад. Опущу мрак на твои глаза. Пусть есть твой разум морочная зараза. На уста твои замок повешу, воле моей подчиняйся, повинуйся. Тебе, как младенцу, внимать, да ни черта не понимать, а только о том думать и мыслить, как меня оправдать и на волю отпускать. Как я желаю, так ты, судья, и сделаешь. Будет, по-моему. Фемида тебе прикажет, а ты меня любезно встретишь, ты любезно проводишь. Заклинаю. Вот еще один заговор для вас, для помощи вам. Перепишите, храните, у кого сейчас судебные дела начинаются. Сами потом удивитесь, а может быть даже поделитесь результатом. Всем удачи!